Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 11 февраля, суббота. И сегодня с утра я внезапно обнаружил в европейском издании американского ресурса «Политика» статью, которая называется «Коррупция, мошенничество и министр обороны Украины». Мне показалось странным, я посмотрел американский вариант сегодняшнего выпуска, вчерашнего выпуска, и там такой статьи я не нашел. Я начал внимательно ее читать, и тезисы, которые в этой статье изложены, меня поразили. Поэтому я считаю необходимым рассмотреть с вами эту статью, прокомментировать и понять, почему она была написана и что там, собственно говоря, о чем там идет речь. И есть такой расхожий мем – выступить адвокатом дьявола. Я на данном случае, в общем, мое такое впечатление общее, что эта статья, ну вот если бы Резников предстал перед американским судом или украинским судом, то эту статью вполне мог бы использовать для его защиты адвокат. Ну и вы знаете, этот расхожий, да, мем «адвокат дьявола». Поэтому, думая, как бы прокомментировать эту статью, я решил выступить прокурором. Прокурором, который выступает против дьявола. И вот давайте с этой точки зрения рассмотрим эту статью. Она принадлежит перу Адриана Коротники, который многим известен в Украине. И, честно говоря, я не скажу, не буду использовать громких слов, типа потрясен, шокирован, но статья меня удивила. Прежде всего потому, что ее содержание, она как бы противоречит тем основным позициям по поводу Украины, коррупции в Украине, оказания помощи Украине, на которой стоит сейчас администрация США и Конгресс, как я это понимаю. Итак, статья, то есть давайте пройдемся по тезисам, которые там изложены, и станет сразу все понятно. Статью, название я вам уже сказал, а дальше подзаголовок. Периодически неудачи министерства должны быть взвешены в сравнении с впечатляющими достижениями Резникова. Дальше, как вы увидите, речь идет о вот этом коррупционном скандале, о золотых яйцах, о бронежилетах. И автор это называет неудачи. И это сразу вот как бы так задает тон всей остальной статьи. Должен сказать, что я прямо вот как прокурор категорически не согласен с этим термином «неудачи». С моей точки зрения, как юриста, уже то, что нашли журналисты, еще до проведения официального расследования, то, что мы имеем, уже достаточно, чтобы говорить, что мы потенциально имеем достаточно фактов или указаний на то, что есть объективный состав преступления. В Америке он бы назывался так: conspiracy, то есть заговор с целью хищения средств Министерства обороны Украины в особо крупных размерах. В Украине, по идее, хотя я не знаком в деталях с украинским законодательством, должна быть статья, которая бы звучала так: сговор с целью совершения, с целью хищения государственного имущества или денежных средств в особо крупных размерах. Поэтому мы говорим не о неудачах, мы говорим о потенциально крупном, тяжком преступлении. Это объективное преступление. Какую роль там играл Резников? То ли он не знал об этом, вернее так, если он знал об этом, тогда мы имеем и субъективную сторону преступления, то есть умысел. Если он не знал, тогда можно говорить о ненадлежащем исполнении министра его обязанностей, которые привели или могли привести то есть могли привести и привели бы, если бы это не было помимо его воли опубликовано
журналистами-расследователями. То есть речь тогда идет о таким, или это служебное преступление, халатное выполнение своих обязанностей, или административное. Но в любом случае это не неудачи периодические. Дальше мысль автора статьи идет в следующем направлении, что то, что вменяется, вот в частности, со скандалом насчет яиц, это капля в море, учитывая десятки миллиардов средств, выделенных Западом Украиной на оборону. Ну, то есть получается, что раз это капля в море, то, ну, что там, не все же украли, не все же собрались украсть по сравнению с десятками миллиардов средств. Я напомню вам, что по подсчетам американцев эти десятки миллиардов составляют в настоящий момент 104 миллиарда. А капля в море, о котором говорится в статье, это, ну, я посчитал 4 миллиарда. При отсутствии данных официального расследования, которое, я не знаю, началось оно или еще даже не началось, по подсчетам журналистов-расследователей, согласно этому контракту, на эти золотые яйца предполагается похитить около 4 миллиардов гривен, что в переводе по нынешнему курсу составляет 108 миллионов долларов Соединенных Штатов. То есть, вопреки мнению автора статьи, я думаю, что это не капля в море, это особо хищение или попытка, намерение, конспираси, сговор в хищении государственных бюджетных средств в особо крупных размерах. И то, что они значительно меньше 104 миллиардов общее, то это никак не уменьшает самой тяжести преступления. То есть, потому что если исследовать вот этот тезис, что это капля в море, поэтому что там обращать внимание, там же десятки миллиардов. То есть, если следовать этой логике, то Резникову еще сотоварищи надо еще и спасибо сказать, что не все 104 миллиарда собрались украсть. Или же украли у вас кошелек из кармана, там лежало 100 долларов или 1000 гривен. Надо сказать вору спасибо, он же еще убить мог, не убил же, значит спасибо. Или грабитель зашел в банк, снял кассу, в кассе было 100 тысяч долларов, и он ушел. Ну за что его преследовать? В банке же в сейфе лежало 2 миллиарда, но он же их не взял, поэтому спасибо ему и все, отпустить. Еще и спасибо сказать. Дальше. Тезис третий этой статьи. Резников также утверждает, что если имело место завышение цен на определенные продукты питания, то только в одном из 8 контрактов. Ну хорошо, это те контракты, о которых известно в последнее время, на которые ссылался Резников. Ну, во-первых, из 108 миллионов долларов достаточно, наверное. Еще не хватало, чтобы в каждом из этих контрактов было по 108. Далее. Люди, источники, которые неплохо знакомы с работой Министерства обороны изнутри, и результаты его, так сказать, внешней деятельности, они указывают на то, что основные деньги, и если там есть казнократство, то основное, где оно может проходить, это в самой секретной части работы Министерства обороны, где речь идет о закупках вооружений. То есть американцы и европейцы дают Министерству обороны деньги Украины, делают это открыто. Вот до этого весь процесс выделения этих средств и передач идет открыто. Как только они поступают в Министерство обороны, их тут же засекречивают от тех же американцев. И когда американцы говорят, мы хотим посмотреть, куда это пошло и как, им говорят, а это государственная тайна. Что, с моей точки зрения, совсем нелогично, неправильно. И тут надо ставить вопрос, что тот, кто платит деньги, тот должен и иметь возможность их контролировать. Если нет, тогда нужно не давать эти деньги наличные Министерству обороны. Потому что это все равно, что наркоману давать наркотик, а алкоголику давать водку. Это не должно быть бесконтрольно, потому что это создает
зависимость, вот как наркотическая зависимость, так и здесь. Вот клептократу даешь деньги, они бесконтрольны, оно покрыто тайной все. Ну как же тут не украсть, понимаете? Поэтому то, что стало известно о хищении в одном контракте, это не достоинство министра Резникова, не его достижение. Это просто вот такая ситуация, что еще не добрались, еще не посмотрели в другие контракты. Следующий тезис статьи. Соединенные Штаты, официальные лица НАТО утверждают, что предполагаемое нарушение не связано с миллиардными прямыми поставками оружия и боеприпасов, которые Украина получила от Запада. Ну, тут, во-первых, смотрите предыдущий мой комментарий по поводу того, что мы не знаем, и Соединенные Штаты, и НАТО не знают, как тратились деньги, выделенные на закупку вооружений. Раз. Второе. Да, пока не установлены факты хищения оружия. Ну, понятно, что гаубицу или хаймарс трудно украсть, утащить. Но есть другие вещи, мелкие, так сказать, системы вооружений, которые вот сейчас и начинается аудит по поводу них. Поэтому, как здесь Соединенные Штаты, официальные лица НАТО не утверждают. Они говорят, что пока не выявлены злоупотребления в прямых поставках оружия. Но это должен проверить аудит, который сейчас только начался. И только после этого можно будет говорить, что их нет. С другой стороны, значит, что касается денег, выделенных американцами на Министерство обороны. То есть Министерство обороны Украины по большому счету вообще функционирует на деньги американского налогоплательщика. И это относится и к тем деньгам, которые они тратят на закупки продовольствия и всего такого прочего. Поэтому, опять-таки, это нуждается в проверке в ходе предстоящего аудита, который только начался. Тезис 5 статьи. Лучшее доказательство эффективного использования западной военной помощи демонстрируется на поле боя, где украинские силы преуспели. Ну, господа, ну вот этот аргумент, он вообще, тезис, ни в какие ворота не лезет. То есть тезис, если бойцы Украины ценой жизни, своей кровью останавливают врага на фронтах и бьют его, это значит лучшее свидетельство того, что господин Резников очень эффективен в своей работе. Я абсолютно уверен, что 99,9 моих слушателей из Украины понимают, что это просто чушь. То есть героизм и самопожертвование бойцов ВСУ никак не может, хотя бы с моральной точки зрения, использоваться для того, чтобы прикрыть или оправдать мелкие шалости, назовем их так, на $108 миллионов чиновников Министерства обороны во главе с министром обороны. Многие даже думают, люди, которые знают о том, как функционирует Министерство обороны, они считают, что победа ВСУ имеет место не благодаря министру Резникову и его министерству, а вопреки. Тезис номер 6. Реакция правительства Украины на обвинения в мошенничестве и потенциальной коррупции была вполне разумной. Те, кто непосредственно отвечал за подозрительные контакты, подали в отставку, и было начато уголовное расследование. Я вот не совсем уверен и не совсем согласен с этим тезисом, что это было вполне разумно. Потому что, как я вам сказал в самом начале, объективный состав преступления в принципе налицо. И для того, чтобы определить роль господина Резникова там, нужно установить субъективный фактор. То есть, знал ли он вообще в деталях об этом контракте, о этих золотых яйцах, или не знал. Но в любом случае, как мы установили, он должен нести какую-то ответственность. Если знал, то соучастник. Не знал, значит некомпетентный, значит недолжное исполнение своих служебных обязанностей. Поэтому разумная реакция украинского правительства в данной ситуации была бы
проведение расследования по этому вопросу, по поводу, знал или не знал. А до этого хорошо бы его и правильно было бы приостановить выполнение им служебных обязанностей. Как помните, когда Министерство обороны после того, как в течение не менее недели Резников, не разобравшись, без всякого расследования, начал выдвигать один тезис несостоятельный за другим в защиту своего заместителя и друга Шаповалова, в конце концов министерство объявило об отставке Шаповалова, подчеркнув, что он совершенно не виноват, но чтобы вот соблюсти стандарты Евросоюза, он уходит в отставку. Вот чтобы соблюсти стандарты этого же Евросоюза, и надо было бы господина Резникова временно отстранить от занимаемой должности или хотя бы отправить его в отпуск. Помимо всего, значит, это нужно было бы сделать и потому, что его позиция, занятая немедленно после того, как появились первые сообщения об этом злополучном контракте, он начал угрожать, то есть он начал предпринимать действия, которые должны быть квалифицированы как попытки помешать следствию и правосудию. В Соединенных Штатах это называется obstruction of justice. Это угрозы в адрес журналистов, о том, что на них будет запущено СБУ, заявление, что они чуть ли не виновны в госизмене, что это все на руку Путину, КГБ, Кремлю. Хотя понятно, сейчас уже понятно, что мало кто нанес такой удар по имиджу Украины в этот тяжелый час, как возглавляемая господином Резниковым чиновничья рать в Министерстве обороны вот с этим своим скандалом. Тезис 7. Интересно начинается. Однако, несмотря на эти факты, пишет автор, какие факты? Мы вот сейчас разобрали 6 тезисов. Где там факты? Вы их видели? Это так, передергивание, просто передергивание. Подмена понятия или подмена указаний на состоявшееся преступление на тезис, что это были недостатки мелкие, сбои, которые даже не заслуживают того, чтобы господина Резникова отстранили от должности, не говоря уже о уголовном преследовании. Так вот, несмотря на эти факты, небольшая группа ревностных антикоррупционных активистов и журналистов, ни один из которых не имеет прямого опыта работы в сфере национальной безопасности или военно-промышленного комплекса, призвала к отставке или увольнению уважаемого Резникова. Но насчет фактов я уже сказал. Теперь тезис ревностных антикоррупционных. Но это уже некрасиво, конечно, да. То есть это практически такая тонкая, не такая грубая, как атака Резникова, которая обвинила их в государственном преступлении и помощи Путину, но все равно ревностная так попахивает, да. И дальше. Ни один из которых не имеет прямого опыта в работе в сфере нацбезопасности и военно-промышленного комплекса. У меня вопрос о Резникове. До того, как в конце октября его назначили на Министерство обороны на высшую должность. Какой он имел прямой опыт работы в сфере нацбезопасности или военно-промышленного комплекса? И, насколько я понимаю, и автор этой же статьи также не имеет никакого опыта, прямого опыта работы в сфере национальной безопасности и военно-промышленного комплекса. И, наконец-то, увольнению они вот эти, не имеющие этого опыта, призвали к отставке, увольнению уважаемого Резникова. Но я должен с прискорбием сообщить автору этой статьи, что насчет уважаемого он погорячился. Я могу об этом судить хотя бы по тем откликам, которые пишут мне мои зрители в огромном количестве, который свидетельствует о том, что у Резникова с уважением, мягко говоря, неважно. Просто неважно.
Но если бы он был такой уважаемый, то почему бы он не поехал, почему его не взяли вот в последней поездке Зеленского? Оставили дома. Видимо, понимают, что не совсем он уважаемый. Мягко говоря. Следующий тезис, 8. Заранее предупреждаю, это очень вредный тезис. Итак, учитывая масштабы бюджета военного времени, на который приходится львиная доля расходов и ресурсов государства, важно понимать, что подобные, внимание, инциденты, скорее всего, внимание, неизбежны. Итак, первый – это инцидент. Это не потенциально, это не указание на преступление, хотя уже уволены и начато уголовное расследование. Какие тут к черту, извините за выражение, инцидент? Тут уже расследование преступления идет. И, наконец, неизбежное. Почему преступление в разгар войны, преступление, выразившееся предполагаемой, подозреваемой растрате бюджета Минобороны в особо крупных размерах, почему они неизбежны? И дальше автор объясняет, ссылаясь на, был такой при Рейгане Эдвард Лутвак, который был в Министерстве обороны, работал таким стратегом. Ему принадлежит фраза: «Если ценой мудрой стратегии и лучших оперативных методов и более изобретательной тактики является пренебрежение микроуправлением, то так тому и быть». Вот что, какую фразу автор использует для подкрепления своего тезиса, согласно которому, по сути дела, воровство в особо крупных размерах в Министерстве обороны неизбежно. Давайте разберем этот тезис. Почему? Ну, во-первых, значит, тут господин Лутвак пишет по поводу микроуправления, что можно пренебречь микроуправлением, если в результате будет более мудрая стратегия, лучшие оперативные методы и более изобретательная тактика вооруженных сил страны. Но, пардон, микроуправление и хищение в особо крупных размерах – это совершенно разные вещи, позвольте мне вам сказать. То, что совершено было под руководством, вернее, под эгидой, под общим руководством Резникова как министра, никак не являлось с этими золотыми яйцами. Это не микроуправление. И я не знаю, вряд ли кто найдется, кто вам может объяснить, каким образом вот эта продажа яиц на килограммы по 17, каким образом ее результатом станет цена более мудрой стратегии, лучшие оперативные методы и более изобретательная тактика Министерства обороны. Это же полная чушь. То есть преступление нельзя воюющей страны, Министерства обороны, оправдывать мудрой стратегией. И эта мудрая стратегия и лучшие оперативные методы, значит, автор пытается объяснить контракт с золотыми яйцами. Я думаю, что это совершенно несостоятельный тезис. Тезис номер 9, он еще более вредный. Звучит он так. На фоне нынешних обвинений и украинская общественность, и западные друзья страны должны признать, что в системе управления вооруженными силами время от времени будут проходить сбои. Внимание, сбои. То есть это уже был инцидент, то есть потенциальное преступление, по которому подозреваемое, значит, преступление, по которому уже ведется расследование, потому что есть объективный состав, теперь превращается в сбои. Ну, сами понимаете, где не бывает сбоев. И эти сбои должны рассматриваться как обычное явление для любой армии. Ну, это чудовищно просто. Чудовищный полет мысли. То есть воровали, воруют и воровать будут, и это нормально. Это обычное явление для любой армии.
я прямо, ну, вот в замешательстве был, прочитав этот тезис. Следующий тезис, то есть это нормальность такая создается, нормальность. Пусть работают, пусть воруют ребята. Ну, война же, она все спишет. Путин у нас, там ядерные боеголовки, тактическое ядерное оружие. Ну, какая фигня какая-то. 108 миллиардов ребята хотели упереть. И уперли бы, если бы журналисты это не обнаружили. То есть преступление не совершилось до конца, не по их вине этих ребят. Им не дали. А преступление, которое до конца не совершилось. Потому что не участники преступления от него отказались и прекратили, а по независящим от них обстоятельствам считается законченным преступлением, по большому счету. Следующий тезис. Но это тезис, который мы прямо... Вот у меня только вопрос. Это с Банковой написали или просто мнение автора статьи совпал с мнением Банковой? Периодические сбои в работе Министерства обороны необходимо взвешенно оценивать на фоне впечатляющего послужного списка Резникова. И тут зал встает и разражается бурными аплодисментами. Помимо президента Украины Владимира Зеленского, он стал самым эффективным защитником военной помощи Запада, а его убедительные аргументы завоевали доверие западных союзников. То есть надо наградить Резникова. Это шутка такая, да? Надо его наградить. Такие впечатляющие успехи. Ну, я не думаю, что моим зрителям нужно долго рассказывать, почему этот тезис в корне неправильный. Потому что они все прекрасно понимают, что правительство и США, и все другие западные правительства, они работают не с людьми, индивидуумами, а с институтами. Хорошо это или плохо, это десятое дело, но это так. Поэтому вместо Резникова был бы Вася Пупкин или Петренко, Сидоренко, Иваненко. Результат бы был тот же самый. Сколько мы с вами обсуждали, как определяется пакет помощи Украине. ВСУ руководство планирует операцию, затем обсуждает ее с ребятами из контактной группы по Украине в Германии, смотрят, какие виды оружия нужны для успеха этой операции, затем отправляется это в Пентагон, там это все оценивает, подключая всех необходимых специалистов Минобороны, если надо спецслужбы, и вот отсюда, потом Конгресс, и вот отсюда, исходя из потребностей на поле боя, и об этом неоднократно говорили официальные представители Пентагона, и определяется пакет очередной помощи Украине. К чему Резников и его аргументы не имеют никакого отношения. Ну и вот последнее, да, Зеленский, триумфальная поездка почти, да, последняя. Там Резникова не было. Ну и как-то все нормально случилось-то. Поэтому, ну вот, когда из Резникова, я помню, были призывы в начале этого яйценосного скандала уволить его или отстранить от должности, там, с Банковой был аргумент, но у него же такие хорошие контакты установились. Но теперь этот же тезис затесался и в эту статью. И второй тезис, который также, ну, как будто вот перехват сработал из Банковой, и этот тезис опять проник в эту статью. Украина должна менять коней в середине пути, то есть на переправе, только при исключительно серьезных обстоятельствах. А судя по тому, что нам известно, такие обстоятельства в настоящее время отсутствуют. То есть известный тезис: не на часе, коней на переправе не меняют. В Москве это звучит: не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит. Какие известные тезисы, да, господа? И как будто автор не знает историю про то, как был отстранен от должности хороший, очень эффективный американский генерал Паттон во время Второй мировой войны. Отстранен он был по советским понятиям, да вообще ни за что. Он ударил солдата, который не хотел, говорят, ну сейчас это уже трудно отделить рассказ от того, что случилось на самом деле, но
вроде такая версия была, солдат симулировал, он был симулянтом, не хотел идти на фронт, и взбешенный Паттон дал ему пощечину. Эффективного генерала отстранили от работы. И потом до конца Второй мировой войны, значит, он так на джипе уже, когда все уже другие делали на поле боя, другие генералы, а он так на джипе с триумфом проехался по Европе вплоть до победы. Отстранили, поменяли заслуженного, очень эффективного генерала. Генерал МакАртур, герой Второй мировой войны, герой Корейской войны. На него вся страна смотрела, затаив дыхание, когда он театрально боролся с врагом на просторах Кореи. Проявил несубординацию, требовал то, что не надо, требовал применения ядерной бомбы, ему не дали. Вместо ядерной бомбы его уволили. И ничего, поменяли коней на переправе, хотя это была тяжелейшая, кровавая война. И ничего не случилось. Ничего не случилось. Ну что значит нельзя менять коней на переправе? Его же уже коня этого уже не взяли в поездку последнюю. И ничего, не провалилось. Успешно прошла эта поездка. Поэтому этот тезис, вот эти обе банковские тезисы, ну никак, вот просто странно ее читать. Какие я мог бы сделать выводы из этой статьи? Вывод первый. Изложенные здесь советы о том, что это не преступление, а сбой, инцидент. И капля в море 108 миллиардов по сравнению, 108 миллионов по сравнению со 104 миллиардами. Поэтому это нормальное явление, еще будут такие, будет продолжаться. Это самый плохой совет и месседж, который сейчас от американского журналиста, вернее не журналиста, гражданина, должен поступать в Украину. Тем более, что он в категорическом противоречии находится с позицией правительства США и Конгресса. Я очень сомневаюсь, то есть в этом тезисе как бы происходит подмена идеи борьбы с коррупцией тезисом о том, что это нормально. Не надо бороться с коррупцией, все нормально, ребята. Это убийственный тезис. Но он никак не прокатит ни в администрации, которая недавно послала 3 генеральных инспекторов в Украину, ни в Конгрессе противников Украины, которые пообещали ни цента Украине. И когда это начнется, рассмотрение очередного пакета в конце августа или в начале сентября, вот тезис о том, что это нормально, это капля в море и просто сбой, но никак не прокатит. Наоборот, он послужит тезисом, ах, ребята не понимают, что это на самом деле, ну тогда нефиг им давать помощь вообще. Следующее, значит. Автор является, как там написано, членом Атлантического совета. Очень уважаемая организация, там друзья Украины, я там выступал однажды. Но Атлантический совет не отвечает за мнение отдельных представителей этого совета. Так, например, среди членов этого совета были люди или человек, которые в свое время доказывали, что такие российские миллиардеры, как Фридман и Авен, не являются близкими к Путину людьми. И вообще, значит, надо так подходить к оценкам. Если он стал миллиардером до Путина, то он хороший миллиардер. При Путине плохой, и его надо садить на санкции. Можно садить на санкции. А вот если он миллиардер до Путина, то не надо ставить санкции против них, выдвигать санкции. Ну и что? Значит, против, как известно, и против Фридмана и Авена были объявлены санкции, а вот того члена Атлантического совета уже в совете и нет. Поэтому, еще раз повторяю, присутствие здесь вот член Атлантического совета не должно вводить в заблуждение, что это мнение всего Атлантического совета. Я очень сомневаюсь, что это так. Затем, как я вам уже сказал, в американском варианте, в американском издании «Политико» этой статьи нет. Она напрочь отсутствует. Что, с моей точки зрения, еще раз должно подтверждать, что, скорее всего, она находится в лобовом столкновении, в решительном противоречии с позицией правительства США и Конгресса. Ну и, наконец, по поводу того,
такой громадной роли, которую играет Резников в убеждении западных партнеров, что Украине нужна помощь. Еще раз мы, значит, убедились, его не было последнюю поездку и никаких сбоев. И уверяю вас, что если его заменить на Пупкина, еще кого-нибудь, никаких сбоев не будет. Должность, лицо там, личность министра обороны совершенно никак на количество помощи на величину не поменяет. И вообще в этой ситуации лучше бы Резникову сидеть дома, а не болтаться по заграницам и красоваться в свете Юпитеров, а заниматься своим собственным Министерством обороны, поскольку вот мне поступает огромнейшее количество жалоб от бойцов, ветеранов. Бойцы жалуются на то, что они мерзнут в окопах, потому что Министерство обороны не обеспечивает их. Бойцы, которые идут за линию фронта и приобретают все на свои средства, тоже как-то не впечатлены успехами Министерства обороны. Ну а последний скандал по поводу того, как поступает, что вытворяет Министерство обороны с ветеранами в плане оказания прохождения ими медицинской помощи, оказания прохождения, значит, освидетельствования и так далее. Но это вообще колоссальный скандал, просто колоссальный. Вот президент Байден в своем недавнем выступлении перед Конгрессом, он вообще поднял вопрос, он привел количество самоубийств, которые совершают ветераны различных войн американские, в связи с тем, что эти боевые действия произвели колоссальный удар по их психике, то есть к ним нужно особое отношение, особое внимание, особый уход со стороны государства. Это помимо того, что они и так, по сравнению с тем, что в Украине, какое им оказывают внимание и как их обслуживают, в Соединенных Штатах на голову это все лучше поставлено и выше, да? И тем не менее требуется улучшение. А вот то, что пишут ветераны, что они испытывают сейчас с прохождением этих медицинских комиссий, освидетельствования, это просто... это свидетельство просто о наглом, тупом, бессердечном отношении чиновного люда Министерства обороны к ветеранам и к выполнению своими обязанностей. Вот этим бы господину Резникову и заняться бы. И тогда, может быть, когда-нибудь он станет уважаемым человеком среди солдат ВСУ и ветеранов. Вот на это, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, но это произойдет не благодаря, а вопреки министру Резникову. Я так считаю, уверен в этом. И не только я. Мордор, как и ранее Карфаген, будет разрушен. А вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества и уверенности в том, что мы победим. До новых скорых встреч!